Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что сейчас происходит на рынках, какие события произошли, как это повлияет в ближайшее время на движение котировок, ну и что нас ожидает сегодня на вечерней сессии движение по нефти, доллару, евро, золоту и рублю. Давайте начнем с календаря событий. Сегодня вышли данные по Германии. Соответственно, здесь получается объем промзаказов такой же, как предполагалось, и он больше предыдущего. Это достаточно позитивно. Далее, то, что касается индекса деловой активности в секторе строительства. Здесь вообще отлично значительный прирост. То есть мы видим, что Германия, она фактически один из лидеров постковидного восстановления. Так, ну Великобритании тоже сегодня вышел позитивный индекс, но Великобритания нас особо не интересует, потому что она отрезанный ломоть от еврозоны. Сегодня были опубликованы протоколы заседаний ЕЦБ по монетарной политике. В совокупности с другими факторами это оказало очень позитивное влияние на курс евро. Но далее вышли негативные данные по первичным заявкам на получение пособий по Соединенным Штатам. Но сказать, что это прямо плохо, несмотря на то, что действительно они вышли негативные, я думаю, нельзя. Это уже просто идет все в пределах волатильности, которая связана с тем, что экономика на самом деле не до конца восстановилась. И поэтому вот эти данные, они выплескиваются импульсами. То больше, то меньше, то больше, то меньше. Ну и судя по всему, их влияние, динамика их изменений, она перестает оказывать такое мощнейшее влияние. Да, определенные флуктуации это вызывает, но в пятницу, то есть в четверг публикуются данные о первичным заявкам, в пятницу о созданных рабочих местах, и таким образом они друг друга, получается, дополняют. Вот. Несмотря на то, что такое значительное отклонение, я думаю, здесь уже ничего страшного нету. Потому что по сути это идут колебания. То есть что-то восстанавливается больше, что-то меньше. Соответственно, допустим, на каком-то этапе, на каком-то моменте больше людей подает заявку на получение пособий. То есть они там, допустим, ничем не занимались, или у них была частичная занятость, и поэтому вот периодически такие всплески наступают, и я думаю, это уже не столь критично. То есть действительно здесь будет критично, если произойдет провал, там, не знаю, на 200 или на 300 тысяч, тогда да, тогда можно будет сказать, что что-то явно пошло не так. Так, ну сейчас там главы центробанков перетирают по поводу того, как и что обустроить жизнь. Давайте еще вот по российской повестке немножко пообщаемся. Но ситуация с Донбассом, она пока не урегулируется, там идет нагнетание. Прогноз пока неблагоприятный, соответственно, если этот неблагоприятный прогноз реализуется, это приводит к раскрытию рисков и просадке значительной российского фондового рынка и рубля. Вот. Ситуацию спасают только американские спекулянты, которые наделали лонгов в рубле и ожидают дальнейшего укрепления рубля. Поэтому вся надежда на них, что они являются некими тайными инсайдерами и располагают такой информации, которая позволяет им делать такие смелые решения. Так, ну вот по поводу цен на недвижимость, на жилье. Ну, мне кажется, здесь вот поручил президент ФАС разобраться с ценами на жилье. Но вполне очевидная ситуация, что если в стране на протяжении долгих лет жилья строится меньше, чем необходимо для устранения дефицита, то есть строится порядка 0,5 квадратных метра на человека в год, в то время как в развитых странах для решения жилищного, скажем так, кризиса вопроса должно строиться более 1 квадратного метра в год. Соответственно, то есть Россия, она все время находится в таком дефицитном состоянии в плане недвижимости жилой. И поэтому дешевая ипотека, она просто вызывает надувание пузыря. Поэтому ну, тут поручай, не поручай, ФАС разбираться с ценами на жилье, это объективный процесс. Когда есть нехватка чего-то, то цены растут. И поэтому ФАС, ну, она что-то сделает, но проблему это явно не решит. Так, ну вот грозные всякие заявления по поводу Донбасса, к сожалению. Так, друзья, ну вот еще такой интересный момент. Раньше, год назад, муссировалась сцена с К-образным восстановлением. То есть, когда
будет очень сильное расслоение в восстановлении. То есть те страны, которые развитые, они будут восстанавливаться быстрее, чем развивающиеся. А также то, что вообще в обществе появится такой тренд, как усиление расслоения. Значительная флуктуация так называемого индекса Джини, то есть неравенства. Вот. Ну, по факту такая ситуация и получилась, и сейчас уже говорят про К-образную инфляцию. То есть это что означает? Это означает, что те люди, которые богатые, им предлагают многие производители и товары, и услуги. Соответственно, там высокая конкуренция, и там роста цен нету такого большого. Он, конечно, есть, но он очень маленький, практически неощутимый. Те люди, у которых основная статья расходов связана с едой там, и так далее, то есть они на себе ощущают очень значительное давление инфляции. Почему так происходит? Потому что в этой ситуации как бы человек, он очень сильно зависит от продуктов, он не может, скажем так, купить более дорогое пирожное, и поэтому это приводит к такой очень сильной инфляции внизу. Вот. Ну и в связи с этим, как ранее было К-образное восстановление, сейчас появилась К-образная инфляция. Вот такой вот термин. Ну и на самом деле вот эта так называемая К-образная инфляция, так же как К-образное восстановление, это по сути мина замедленного действия в устойчивое восстановление. Потому что рано или поздно она приведет к тому, что нельзя бесконечно пружину растягивать или сжимать. Возникает обратный эффект, и порой он бывает внезапный и очень сильный. Так, друзья, вот Baltic Dry отказывается снижаться, начал опять он расти. По сути, это опять же к вопросу о том, что растет инфляция и так называемая К-образная инфляция. То есть это инфляция, которая связана с издержками, с их ростом. Сегодня, тем не менее, достаточно позитивное движение в десятилетних американских трежерис. Они готовы к тому, чтобы полнофункционально сходить вниз и снизить свою доходность. Но здесь тоже получается палка о двух концах, потому что когда начинает значительное падение в американских трежерис, это говорит о том, что в них бегут. А в трежерис бегут, когда труба. Вот. И поэтому здесь должно быть определенное равновесие. То есть сейчас, конечно, было бы хорошо, чтобы произошло снижение доходности, но если оно пойдет слишком резко и слишком сильно, это будет не очень позитивным знаком. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм, но здесь он как лягушка выпрыгнул, и, соответственно, сейчас у него цель движения находится уже в районе 14 тысяч. Вот. Критерий того, что это движение не разовьется, это пробой 13 550. Пока, я думаю, такого не произойдет, все основания для того, чтобы это движение завершилось. Так, ну и вот сегодня наконец-то произошло это событие, когда индекс доллара 92,5 оставил, и теперь у него цель движения находится на 91,7. Сегодня очень интересная ситуация в ВИКСе, он плюхнулся ниже 17, и в таком состоянии он не может находиться долго. Либо здесь пойдет движение на 13 и значительная просадка волатильности, или же мы должны втянуться и сходить отсюда уже на 18,2, вот сюда, в этот диапазон. Далее S&P, SFD на фьючерс. Здесь у нас немножко 4100 не добили, но судя по движению, потому как оно происходит, весьма вероятно сегодня или завтра этот рубеж будет взят. Так, друзья, далее евро-доллар. Но смотрите, здесь вот этот волшебный уровень, который 1,1855, 1,1859, его сегодня удержали. И сейчас идет движение, почти как бы выполнили 1,19, 19,42 по-хорошему сделать. И здесь, соответственно, либо будет консолидация, набор позиций, либо коррекционный откат на 1,1859, вот сюда, вот к этому значению. Вот. Конечно, она может пойти и дальше, и выше, но завтра пятница с одной стороны, с другой стороны, не бывает бесконечного роста. Нужно немножко выдохнуть, дальше набраться еще сил и заново подтянуться. Так, друзья, далее нефть, дневной таймфрейм, Brent. Смотрите, здесь все отлично, 62,5 сегодня устоял, и у нас на текущий момент цель движения по нефти находится на 64,2.
на сегодня или на завтра. Ну и в случае прихода сюда, здесь если начинается набор позиций, отсюда пойдет непременно движение, цель которого будет потестить и пробить 66,3, 66,25, 66,3 вот здесь. Переходя на часовик, сейчас 19:44 по Москве идет попытка коррекционного отката. Соответственно, если вот эта попытка коррекционного отката не пробивает 62,3, то здесь все у нас откупается и идет дальнейшее движение на сегодня. Но на сегодня, наверное, цель будет 63,55, 63,6. По-хорошему, конечно, сходить на 64,25. Вот, но, наверное, сегодня уже эта цель взята не будет. Здесь либо сейчас будет консолидация, либо еще небольшой рывочек на 63,57 и коррекционный откат. Так, друзья, ну вот видите, индекс доллара растет, падает, золото растет, то есть обратная корреляция здесь вполне четко срабатывает. Соответственно, сегодня по золоту взяли 17 1754, 1755. Теперь, если не будет коррекционного отката с пробитием 17,52, то отсюда пойдет дальнейший рост, и цель движения этого роста, она уже совсем рядом, это 1766, вот сюда вот. Ну а сейчас по золоту наиболее вероятно боковик, консолидация, нижняя граница 1754,5, верхняя граница 1760. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну смотрите, вот сейчас вот этот сильный уровень сработал очень четко. Прямо на дневном таймфрейме видно, что был прокол, ложный пробой. Дальше здесь стопы собрали, всех разогнали, всем надавали. И все, после этого спустились. Значит ли это, что теперь рубль будет мощно укрепляться? Ну, в силу наличия такой геополитической напряженности, наверное, потенциал укрепления рубля, кроме как в случае значительного роста цены на нефть, там на 80-94, я думаю, он достаточно ограничен. Но, тем не менее, вот мы одну цель сделали, 76,6, и, соответственно, если в ближайшее время не будет отбоя вот этого уровня 76, 55, 76,6, то у нас цель движения составит вот сюда на оранжевую линию 76,2. Это другой сильный уровень, он не такой сильный, как 77,35, но тем не менее сюда весьма вероятно движение вот это продолжится, если завтра не пойдут новые реляции воинственные. Так, часовой таймфрейм, но здесь смотрите, на текущий момент рубль-доллар, вот либо сейчас будет пробитие 76,6, 76,55, тогда мы сегодня уже уходим на 76,3, 76,2. Или же, если сейчас в ближайший час-два вот этого пробития не будет, то у нас закрытие по рубль-доллар будет в районе 77, 76,9, 77, вот здесь вот где-то. Вот, соответственно, если сюда приходит и здесь начинается рост объема, то пойдет он опять биться вот в этот мега сильный уровень 77.35. Так, друзья, далее РТС фьючерс. Здесь у нас, вот сейчас мы подошли к роковой черте 142 тысячи. Если она на объеме не будет пробита, у нас здесь возникает отбой и коррекционный откат. Цель движения будет 140 500, 140 700. Вот сюда, к этому диапазону. Если здесь сейчас возникает пробой, то полетит он на 144 тысячи. Но сегодня такое движение, скорее всего, не произойдет. Это уже вопрос завтрашнего дня, первой половины. Так, ну и следующий момент. Вопрос был по Apple. Что ожидает Apple? Месячный таймфрейм. По Apple идет движение, цель которого 138, 140. Вот сюда вот опять потестить вот эту верхнюю границу. Переходя на дневной таймфрейм, здесь сейчас пошел импульс движения, у которого первая цель это 135,6. И в случае удержания вот этого диапазона отсюда развивается следующий импульс движения, у которого цель будет 143. Вот. Если здесь вот этот диапазончик мы не удержим, то Apple уходит откатываться, цель движения будет 122, 123. Вот сюда вот. Но сейчас здесь пошел импульс наверх, и весьма вероятно вот куда-то сюда в ближайшее время ее скорее всего свозят. Насчет движения на 143 пока под вопросом, но сюда вероятность движения достаточно высокая.
Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов, хорошего вечера, до свидания.